Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, и сегодня у меня обзор товаров с Валберес по очень низким ценам. Конечно же, это швейные помощники. Начну я с терморучек, то есть вот пасты 10 штук и, конечно же, сама ручка в наборе. Цена этого набора сейчас я вам расскажу. Значит, на Валберес я брала ее за 173 рубля. Ну, возможно, плюс-минус в регионах будет разница, какая-то будет разница. Ну, вот я вам говорю то, что у меня здесь написано. 10 стержней с самой ручкой всего за 173 рубля. И шла она буквально, ну, наверное, дня 4-5 до Сахалина. Очень приятно. Терморучки, то есть они исчезают от пара утюга. Я их, кстати, еще не тестировала, вот только-только сбегала, получила. Пишут хорошо, мягко, легко. Ну, раз написано терморучки, значит, наверное, все-таки термо. Проверю, потом обязательно расскажу. Значит, что дальше? Что я хочу еще показать? У меня вот здесь передо мной прям такая большая куча в количестве 50 штук разных молний. Молния потайная. 50 сантиметров в длину, и они вот весь набор, то есть 50 штук, 50 сантиметров каждая молния, и я вам сейчас расскажу, сколько она стоит. Всего 498 рублей, представьте себе, за 50 штук. Оттенки здесь самые яркие, то есть самые разные, вот от самых ярких до самых, как говорится, таких базовых: серый, коричневый, обязательно черный, белый, голубой, ну то есть красный, всякие разные цвета, и прям глаза разбегаются. И действительно, я очень довольна этой покупкой. Почему? Потому что в наших магазинах молния потайная, несмотря на то, что, кстати, по качеству она прям не уступает вот этой вот молнии. Я имею в виду вот этой вот самой вот, то, что с краешку, да, вот этой, я не знаю, как это называется, то есть вот эта вот тканевая основа не уступает нашему качеству, а у нас, получается, за одну такую молнию мы можем отдать в районе 100 рублей, 150, 120, даже вот так, да, а здесь за 50 молний, 50 количество, да, 50 штук, я просто сама до сих пор еще не верю в это, за 50, грубо говоря, 500 рублей. В общем, я этой покупкой очень довольна. И, кстати, я купила 2 набора. Один пришел, а второй еще нет. Ну и давайте продолжим. Конечно же, нужная вещь в работе с тканями — это флизелин. Я заказывала еще и дублерин, и флизелин белый и черный. Дублерин тоже и белый, и черный, но пока пришел только белый и только флизелин, то есть на бумажной основе. Достаточно такой тоненький, ну то есть для средней, скажем так, ткани, для средней плотности очень даже подойдет. 3 метра у меня его, 3 метра при ширине 90 сантиметров. Сейчас я посмотрю. Так, не туда зашла. Сейчас я посмотрю, по какой цене он у меня шел. Значит, 3 метра при ширине 90 сантиметров, 211 рублей. То есть, представьте себе, за 3 метра за 3 метра дублерина я отдала всего 211 рублей. В нашем магазине я брала за 1 метр больше 200 рублей. Я довольна. Дальше. Мне хочется показать. Это у меня кашкарсе, но, девочки, такое кашкарсе я никогда нигде не видела. Сейчас открою цену. Вот она у меня цена. Так, кашкарсе, я вот не помню. Так, вот это кашкарсе 142, а вот это, не помню, в одном магазине или нет. Это 151, то есть 151 и 142. Они немного отличаются. Ну, во-первых, я расскажу, что он очень-очень тоненький. На тоненькие, допустим, футболочки. Кстати, нет, не отличаются они. Вот сейчас это просто было на изнанке. У этого кашкарсе очень такая, знаете, бархатистая, мягкая, нежная, очень приятная лицевая сторона. Изнанка, но она просто гладкая. Кашкарсе, конечно же, синтетическая. Смотрите, она даже светится. Она такая мягкая, ну прям супер мягкая, нежная и очень эластичная. И причем она
легко восстанавливается, в отличие от хлопчатобумажной, да, вот я не люблю, я уже много раз говорила, не люблю ткани хлопчатобумажные, да, здесь небольшая, так, это получается что? Вот эта кромочка вот здесь, вот она идет кромочка, ну, ширина, длина, тут, наверное, метр, и я сейчас скажу сколько. Так, я сейчас скажу сколько. Вот не вижу я сколько здесь, я просто возьму сейчас линеечку и измерю сама в ширину. Так, где у меня начало? Ширина без кромочки. Ну, примерно 45 сантиметров. Вот, чтобы не тянуть, да, вот так не обманывать. Да, 45 сантиметров. И в длину, хотя здесь кромка, чуть больше 1 метра. Вот даже можете посмотреть. Вот здесь 0. И получается, ну, примерно сколько здесь лишнего? 5 сантиметров, то есть 105 сантиметров в длину и 45 сантиметров в ширину. Хотя здесь кромочка, то есть, ну, я кромочку не учитывала. Она настолько мягкая и нежная, то есть, вот мне прям очень понравилась, она мне душу греет, как говорится. На тоненькие какие-то кофточки, свитшотики, да, на футболочки она очень даже подойдет. И такая же практически серенькая, но она еще как-то отливает, что ли. В общем, вроде как вот так вот одинаково она, но чем-то все-таки отличаются. Чем, не могу сказать. Что здесь у нас? Ну, тоже, наверное, так же примерно по длине. Сейчас мы с вами проверим. Главное не тянуть. Не тянуть. Ну, здесь, наверное, чуть меньше плюс, сантиметра 3, но все-таки приятно, да? И что касается ширины... А здесь уже ширина 50. Ой, не туда, да? Ой, не туда. Вот так, опять же, кромочка. Да, тоже 45 сантиметров. В общем, мне это кашкарсе очень понравилось. Знаете, я очень переживала, когда заказывала, боялась, что оно придет, то есть ткань придет грубая, формодержащая, есть такая, да, такое кашкарсе. То есть прям вот, ну, не мне, то есть мне для моих нужд, так сказать, это не подойдет. Вот у меня есть вот такая футболочка. Мне принесла ее мама, и она по низу вот так вот достаточно хорошо растянулась. Это изнанка у меня, она такая бледненькая, да, сейчас я выверну. Достаточно приятная такая футболочка, но здесь немножко уже поистрепались, скажем так, не то что поистрепались, повытягивались, ну потому что ткань натуральная, повытягивались, получается в рукавах, обработка рукавов. Здесь тоже можно немножечко, видите, тоже как бы она в колом стоит. Возможно, так обрабатывали, это покупная. Вот. И по низу она просто совершенно растянулась вот так вот, ну, некрасиво. Вот. И как раз для таких нужд я заказывала кашкарсе, однако же я заказала несколько видов, несколько цветов. Вот пришла серая и бежевая, там у меня еще идет, по-моему, красная я заказывала, голубенькая, даже там с цветочком, есть даже такое кашкарсе. И в леопардовом от расцветки, в леопардовой. Вот если вам видно, вот там вот на камеру, вот такая вот тоже кашкарсе. Очень надеюсь, это уже кашкарсе было за 670 рублей. Очень надеюсь, что качество будет похожее. Мне понравилось. Во-первых, приятная сторона вот этой лицевая, да, и она, посмотрите, как переливается. Это кашкарсе. То есть вот прям рубчик видно, да, плетение. И что мне еще нравится, то что она хорошо тянется. Вот так, когда растягиваешь, видно, что там прям хорошая плотная резиночка, и она легко восстанавливается, в отличие от другого кашкарсе. Поэтому этой покупкой я тоже довольна и рекомендую к покупке. И еще, простите, если вам нужно более плотная, более формодержащая, например, на какой-то там спортивный костюм для футера, да, там для плотного, этот кашкарсе не подойдет. Это только для тоненьких тканей. И еще одна покупочка у меня, это органза. У меня был опыт неприятный с органзой, но там такая просто была органза. Она была, кстати, к слову сказать, дорогая,
ткань, но мне не понравилась она в работе. Во-первых, когда строчишь строчку, от иголки она расходится, хотя у меня была самая тончайшая иголочка 60, да, номер, и все равно все-таки вот она прям вот, ну, видно, да, расходилась, то есть чуть-чуть ее прям напрячь ее, и все, и она разойдется, и, простите, и вообще она настолько была формодержащая, скользкая, такая прям плотная органза, но мне не понравилось. Еще раз говорю, то есть еще раз убеждаюсь в том, что дорого не значит красиво, приятно и вкусно. В общем, вот эта органза, я ее, получается, брала на ощупь, ну, то есть даже не на ощупь, я ее брала на риск, да, не видела, не слышала, не знаю. В общем, она получается достаточно мягкая, она намного мягче, чем та органза, с которой я работала. Стоимость ее, да, обязательно нужно сказать ее стоимость. Органза, кстати, с мушкой. 296 рублей, 1,5 на 1,5. Сейчас мы проверим. 1,5 на 1,5. Сейчас вот так я в 2 раза сложу. Моя линеечка мне в помощь. Без кромки. Смотрю без кромки. Так, немножко. Вот так. Да, ровно 1,5. Это по ширине. Что касается длины. Так, ну тоже, наверное, сейчас сложу вот так пополам. Тут какая-то... Сейчас мы ее уберем. Бирочка. Наверное, либо последняя, либо только начало взяла. Тоже сложу вот так вдоль кромочки пополам. И посмотрю, сколько нам нарезали. Ну, да, ровно 1,5 на 1,5. Ткань достаточно приятная. Я бы сказала, такая есть креповое ощущение с лицевой стороны. Ну, она просто, видимо, такое плетение. Что касается мушки, мушка не бархатная, то есть она не осыпется. Это прям вот из ниточек как-то сформировано, как-то намудрили. В общем, вот такая вот интересная мушка. Тканька очень красивая. И для чего я ее взяла? У меня давно была... Не то что мечта, у меня давно была мысль, чтобы сшить что-то такое, что-то типа блузки или что-то вот наподобие, да, то есть, наверное, даже, ну, или рубашки, и сделать вот такие прозрачные рукава. Может быть, даже я, кстати, то есть ткань достаточно такая классная, мне настолько она понравилась, что я уверена, что из нее выйдет суперская блузка, просто классная блузка. Так, меня черный цвет прям засвечивает. Вот. И я думаю, что... Ну, или рубашка, да. И я думаю, что из этого отрезка у меня получится замечательная блузка или рубашка. Ну, конечно, под нее для моего возраста уже нужна какая-то либо топ, либо майка, чтобы не сильно, как говорится, светиться, да. В общем, сегодня у меня это все покупочки. Я очень довольна своими покупочками. И что хочу сказать. Вот пока я тут разбирала... Пока я тут разбирала, что мне пришло, то есть пока я разбирала эти покупки, мне еще пришел дублерин. Еще один дублерин черного цвета за 304 рубля. Нужно будет сходить и получить. В общем, на сегодня я заканчиваю. Надеюсь, моя распаковочка вам помогла. Что касается кашкарсе и молнии, наверное, особенно было полезно. Ну, я надеюсь, что было вам полезно, потому что, ну, такой кашкарсе я никогда нигде не встречала. Я просто в восторге. За такие деньги, за такую цену я просто в восторге. Ну, и что касается молний, вот эту вот кучу молний, 50 штук, за такую цену, ну, грубо говоря, 50 штук за 500 рублей, это просто сказка. Девочки, рекомендую. Молния, да, 50 сантиметров, но ее же можно всегда обрезать. То есть, если бы она была, допустим, 20-15 сантиметров за такую цену, я бы даже и не парилась, я бы даже и не взяла. А 50 сантиметров, ее можно и 50 использовать, и 45, и 30, и 35, и 20, и 25, то есть сколько хотите. Можно просто обрезать, низ обработать также тканевой какой-то беечкой, да, или как вы там привыкли. Вот. И смотря еще для чего эта молния вам нужна.
Кстати, я не показала, как расстегивается молния. Замечательно расстегивается, замечательно застегивается. Любую молнию берешь, и она действительно без брака. То есть я просмотрела все, я очень довольна покупкой. У меня, в принципе, я люблю, когда у меня запасы молний, когда у меня запасы там какого-то флизелина, дублерина, то есть вот этих вот вещей, которые постоянно требуются в работе, постоянно нужны. Ну и тем более тут такое разнообразие расцветок, да. Так что рекомендую. На сегодня всем пока. Очередной раз я с вами прощаюсь. До новых встреч.